Приветствую вас на канале Animal History. Из частного дома в Радвилишкисе, Литва, увезли в больницу одинокую старую бабушку, и ее домашние животные остались без присмотра. В больнице женщину положили надолго, и у нее не было близких родственников, так что за животными несколько месяцев никто не ухаживал. Власти города знали об этой проблеме, но обсуждение ее решений затянулось, и тогда спасать животных вызвался приют Весниусрдерс из Вильнюса. Когда мы приехали в этот заброшенный дом, то на его территории нашли несколько животных, которые были истощены и в плохом состоянии. Больше всего пострадал один из псов по кличке Плута, он был очень исхудавшим с тоскливыми глазами и совершенно облысевшим. Он был покрыт толстой коркой от чесотки, рассказал представитель приюта. После того, как собаку привезли в приют, Плута еще больше ослабел. Он просто лежал в своей клетке и не мог даже вставать для того, чтобы пойти в лоток. Он все дела делал под себя. Ветеринары приняли решение экстренно спасать собаку. На то, чтобы очистить его шкуру от корозд и обработать его от клещей, потребовалось 5 часов. Пострадавшая кожа собаки была сильно воспалена, и ее пришлось обрабатывать спецсредствами по несколько раз за день. Целых 3 месяца Плута восстанавливался и прошел через настоящий ад. Сначала его поместили в карантин, так как он был очень заразным для остальных собак, а потом ему пришлось заново учиться ходить, ведь длительное время он был таким слабым, что мог лишь лежать. Но хуже всего было то, что Плута очень сильно боялся людей и всего нового, что его окружало. Вероятно, в поисках еды он выбегал на улицу и там столкнулся с человеческой жестокостью. Чтобы выйти из своей скорлупы, ему потребовалось еще несколько месяцев. Благодаря нашему бесконечному терпению и любви, Плута наконец пошел на контакт. Он начал больше тянуться к людям и другим собакам приюта, а также, наконец, у него появился хороший аппетит, и он начал набирать вес. Сейчас Плута все еще достаточно настороженно относится к людям, но все чаще играет с другими собаками. Он почти восстановил свой вес до нормы, а также уже полностью оброс шерстью после излечения от чесотки. В будущем сотрудники приюта надеются найти ему новый дом. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.